Кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Первую петлю я не считаю. Аккуратно стягиваем кольцо и устанавливаем маркер. Хочу обратить ваше внимание, что я вяжу способом крестики. Так полотно получается более упругим. Провязываем 6 прибавок, каждую петлю по 2 столбика без накида. Далее вяжем по кругу 1 столбик без накида, прибавка, дальше вяжем по кругу без прибавок 18 столбиков без накида, 3 ряда. Провязали 3 ряда. Дальше будем делать убавки. Провязываем 5 столбиков без накида, и делаем 4 убавки. Я делаю убавки за передние стеночки, накидываю 2 петли и протягиваю ниточку и соединяю. Первая убавка, вторая, третья, четвертая. Заканчиваем ряд 5 столбиками без накида. Следующий ряд с убавками. Провязываем 5 столбиков без накида. И делаем 2 убавки. Пять столбиков без накида. Берем счетчик рядов. Дальше нам нужно провязать 13 рядов по 12 столбиков без накида. Сначала мы провяжем 4 ряда и набьем лапку. Довязали 4 ряд. Набивать мы будем только вот эту часть. Продолжаем вязать оставшиеся ряды. Провязали 13 рядов. Теперь нам нужно сложить лапку пополам, вот найти серединку, вот эту часть вот так сложить. Нам нужно довязать до вот этого места. У каждого может быть разное количество петель. Мне нужно провязать 2 петли смещения. Провязываю 2 петли. Вот так должно у нас получиться. Соединяем полотно пополам
И будем сейчас провязывать вместе петли передней части и задней части полотна. Вводим крючок, первую петельку и выводим с задней стороны, протягиваем петлю, соединяем. Так нам нужно повторить 6 соединений. И вытягиваем ниточку. Небольшой хвостик оставляем и отрезаем. Аналогично вяжем вторую лапку. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. Во вторую петлю делаем прибавку. Далее провязываем 2 столбика без накида. И в последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. Разворачиваем вязание и провязываем 3 столбика без накида. Устанавливаем маркер, провязываем 2 прибавки, каждую петлю по 2 столбика без накида. Первая прибавка, вторая прибавка, 2 столбика без накида, три прибавки. Два столбика без накида. Прибавка. Дальше провязываем 1 столбик без накида, прибавка, еще раз 1 столбик без накида, прибавка, 2 столбика без накида и делаем 3 прибавки через столбик без накида. То есть провязываем 1 столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, и еще один раз. Три столбика без накида, и в последнюю петлю прибавка. Дальше вяжем по кругу 22 петли, 2 ряда. Провязываем 3 петли смещения. И устанавливаем маркер в этом месте. Дальше мы провязываем ряд с убавками.
Вяжем 5 столбиков без накида. Один столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. Всего нам нужно сделать 3 таких убавки. Заканчиваем ряд, провязывая 8 столбиков без накида. Следующий ряд с убавками. 4 столбика без накида. Пять убавок. Сделали 5 убавок и заканчиваем ряд 5 столбиками без накида. Следующий ряд с убавками. Провязываем 5 столбиков без накида. Две убавки. Заканчиваем ряд, провязывая 5 столбиков без накида. Провязываем один ряд без убавок, 12 столбиков без накида. Набиваем лапку. Продолжаем вязать лапку. Провязываем 5 столбиков без накида. Делаем 2 прибавки. Провязываем 5 столбиков без накида. Можно еще немножко донабить лапку. Дальше мы будем вязать по кругу 10 рядов, 14 столбиков без накида. Провязали 10 рядов. Теперь нам нужно сложить лапку пополам и посмотреть, какое количество петель смещения нужно выполнить. В моем случае нужно провязать 2 петли. Раз, два, до центра лапки. Провязываем петли смещения. И делаем убавку. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. И делаем убавку. Провязываем до конца ряда, то есть до середины, необходимое количество петель. В моем случае это будет раз, два, 3, 4, 5,
Складываем пополам и соединяем. Провязываем по 2 петельки. Нам нужно выполнить 6 таких соединений. Отрезаем ниточку и вяжем вторую ножку аналогично. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Аккуратно стягиваем кольцо и вяжем по кругу 6 прибавок. Довязали до конца ряда и делаем прибавки через столбик. Провязываем столбик без накида, прибавка. Довязали до конца, и теперь нам нужно провязать по кругу 18 столбиков без накида. Оттягиваем ниточку, оставляем необходимую длину для пришивания и сразу мы хвостик стянем и набьем. Вдеваем ниточку в иголку и ниточку продеваем через петли. Добавим холофайбер и стягиваем. Вот такой хвостик получился. Набираем цепочку из 31 воздушной петли. Во вторую петлю от крючка вяжем прибавку столбиком без накидов. Устанавливаем маркер. Провязываем 5 столбиков без накида. Восемь полустолбиков с накидом. Дальше вяжем 15 столбиков с накидом. В последнюю петлю провязываем 4 столбика с накидом. Разворачиваем вязание и провязываем 15 столбиков с накидом. Восемь полустолбиков с накидом. Пять столбиков без накида. И в последнюю петлю провязываем прибавку. Дальше вяжем 7 столбиков без накида.
8 полустолбиков с накидом. Пять столбиков с накидом. Далее выполняем прибавки. Провязываем 3 столбика с накидом, прибавка. Прибавку выполняем тоже столбиками с накидом. И так нужно повторить 6 раз. Три столбика с накидом, прибавка. Закончили вязать прибавки и продолжаем 5 столбиков с накидом. Восемь полустолбиков с накидом. И до конца ряда провязываем 7 столбиков без накида. Следующий ряд мы провязываем 70 столбиков без накида. Соединяем ушко. Вытягиваем ниточку и обрезаем, оставляя нитку для пришивания достаточной длины. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем и устанавливаем маркер. Выполняем 6 прибавок столбиками без накида. Довязали до конца ряда и делаем прибавки через столбик. Вяжем прибавку, столбик без накида. И так 6 раз. В следующем ряду мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. В следующем ряду мы вяжем сначала прибавку, 3 столбика без накида. Повторяем 6 раз.
В следующем ряду провязываем 2 столбика без накида, прибавка, и затем мы вяжем прибавки следующим способом. Провязываем 4 столбика без накида, прибавка. И провязываем оставшиеся петли 2 столбиками без накида. В следующем ряду провязываем прибавку 5 столбиков без накида 6 раз. В следующем ряду провязываем 3 столбика без накида, прибавка, и далее вяжем 6 столбиков без накида, прибавка 5 раз. И провязываем оставшиеся 3 петли столбиками без накида. Дальше мы будем привязывать ножки. Провязываем 10 столбиков без накида. Берем ножку, вкладываем ее к полотну таким образом, чтобы ступня смотрела вправо. Подхватываем первую петельку ножки и петлю полотна. Следующую петлю ножки и петлю полотна. У нас должно получиться 6 соединений ножки с туловищем. 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 16 столбиков без накида. Берем вторую ножку, присоединяем ее, носочек смотрит влево. Подхватываем петлю ножки и петлю туловища. Соединяем. Заканчиваем ряд, провязывая 10 столбиков без накида. Дальше вяжем по кругу 6 рядов, 48 столбиков без накида. Закончили провязывать 6 рядов. Дальше вяжем 38 столбиков без накида. Устанавливаем новый маркер и начинаем вязать убавки. Провязываем 2 столбика без накида, 1 столбик, убавка. Повторяем еще 5 раз. 1 столбик,
убавка. До конца ряда провязываем 28 столбиков без накида. Следующие два ряда провязываем 42 столбика без накида. Пять столбиков без накида. Делаем убавку. Провязываем столбик без накида. Еще одну убавку. Столбик без накида. Убавку. И до конца ряда провязываем 29 столбиков без накида. Провязываем 2 ряда, 39 столбиков без накида. Четыре столбика без накида. Четыре убавки. До конца ряда провязываем оставшиеся 27 столбиков без накида. Следующий ряд с убавками. 2 столбика без накида, убавка, 1 столбик без накида, убавка, 1 столбик без накида, убавка, 3 столбика без накида, убавка, 13 столбиков без накида, убавка, 5 столбиков без накида. Провязываем один ряд, 30 столбиков без накида. Вытягиваем ниточку и будем набивать. Набиваем плотно, равномерно. Распределяем холофайбер, чтобы внутри тела не был пустот. Продолжаем вязать убавки. В следующем ряду нам нужно провязать 4 столбика без накида,
убавка, 6 столбиков без накида, убавка, 10 столбиков без накида, убавка, 4 столбика без накида. Следующий ряд: 3 столбика без накида, убавка, 5 столбиков без накида, убавка, 9 столбиков без накида, убавка, 4 столбика до конца ряда. Следующий ряд мы провязываем 24 столбика. В следующем ряду делаем 6 убавок через каждые 2 столбика без накида. Провязываем 2 столбика, убавка. Повторяем до конца ряда. Добавим немного холофайбера. Добавили холофайбер, и сейчас мы будем привязывать ручки к телу. Провязываем 5 столбиков без накида, берем ручку, прикладываем и начинаем провязывать вместе петли лапки и тело. Далее вяжем 3 столбика без накида, берем вторую ручку и присоединяем ее к телу. Провязываем также 6 столбиков без накида. Подтягиваем ниточку. 2 соединительные петли у нас уже получились после маркера. Провязываем 18 столбиков по кругу. И провязываем 1 соединительный столбик. Вытягиваем нитку,
достаточно длинный кусочек отрезаем для пришивания головы нам. А требуется эта ниточка. Необходимо донабить тело до упругого состояния, спрятать все хвостики, после чего мы пришьем хвостик к телу. Я уже заправила ниточки у ножек и у одной верхней лапки. И на примере одной я вам покажу, как я это делаю. Вводим иглу в место присоединения лапки и тела и выводим с обратной стороны. Подтягиваем. Далее смотрим, чтобы нитка легла по рисунку. Выводим назад и поднимаемся вверх. Также смотрим, чтобы ниточка легла по рисунку полотна и выводим. Подтягиваем, возвращаемся назад, выводим наверх иглу, подтягиваем. И так поднимаем ниточку вверх, насколько вам хватит длины нити. Для того, чтобы игрушка устойчиво сидела, нам нужно наметить, где пришить хвост. Прикладываем, придаем игрушке устойчивое положение, поднимаем, фиксируем хвостик иголочкой. Лучше это сделать дополнительной иглой. Теперь пришиваем хвостик, отцентровываем, соединяем полотно и хвостик. Делаем последний стежок и прячем нитку, хвостик. Заправляем оставшуюся ниточку вовнутрь. Расправляем хвостик. Пробуем усадить нашего зайчика. Ну вот, так он будет сидеть. Приступаем к вязанию мордочки. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. Начиная со второй петли вяжем прибавку столбиками без накида, 2 столбика без накида, и в последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. Разворачиваем вязание и провязываем 3 столбика без накида. Устанавливаем маркер, провязываем 2 прибавки, два столбика без накида, 3 прибавки, два столбика без накида и в последнюю петлю провязываем прибавку. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, 2 столбика без накида. Дальше выполняем прибавки через столбик. Столбик без накида, прибавка,
3 столбика без накида. В последнюю петлю выполняем прибавку. Далее вяжем по кругу 2 ряда, 22 столбика без накида. Провязываем 4 столбика без накида. И дальше мы будем делать прибавки из полустолбиков с накидом. Таких прибавок нам нужно выполнить 8. До конца ряда провязываем 10 столбиков без накида. Четыре столбика без накида. И выполняем прибавки полустолбиками с накидом через петлю. Провязываем 1 полустолбик с накидом, прибавка. Прибавки мы выполняем также полустолбиками с накидом. Выполнили прибавки, до конца ряда провязываем 10 столбиков без накида. Следующий ряд мы провязываем 38 столбиков без накида. Закончили ряд и вяжем 5 столбиков без накида, прибавка 2 раза. Дальше 8 столбиков без накида. Прибавка 5 столбиков без накида, прибавка 11 столбиков без накида. В следующем ряду мы будем выполнять прибавки через 6 столбиков без накида. Провязываем прибавка, 6 столбиков без накида. Таких прибавок нам нужно сделать 6. Дальше вяжем по кругу 8 рядов, 48 столбиков без накида.
Я провязала 2 ряда по 48 столбиков без накида и хочу показать, как мы устанавливаем глазки, если вы используете глазки на безопасном креплении. Находим место, где мы делали прибавки из полустолбиков с накидом. Вот он, первый ряд прибавок и второй. Ориентируемся на первый ряд. Вот последняя петелька и первая петелька. Нам нужно вставить глазки между последней и предпоследней петлей. И закрепляем. Второй глазик устанавливаем. Первая петля, вторая петля с прибавками. Устанавливаем между двух прибавок. Закрепляем. Продолжаем вязание по кругу оставшиеся 6 рядов. Довязали 8 ряд и теперь мы будем делать убавки по кругу. Провязываем 3 столбика без накида, убавка. Дальше мы вяжем 6 столбиков без накида, убавка 5 раз. И завершаем вязание 3 столбиками без накида. В следующем ряду мы делаем убавку и провязываем 5 столбиков без накида. Так повторяем 6 раз. В следующем ряду мы провязываем 2 столбика без накида, делаем убавку и будем повторять 5 убавок, выполняя 4 столбика без накида, убавка. Выполнили 6-ю убавку и провязываем 2 столбика без накида. Вытягиваем ниточку и будем набивать. Очень плотно необходимо набить носик, вот эту часть. Набиваем аккуратно, не растягивая полотно. Выполняем следующий ряд с убавками. Провязываем убавку, 3 столбика без накида. Повторяем еще 5 раз. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. Повторяем так 6 раз. Вытягиваем ниточку и набиваем голову до плотного состояния. Продолжаем делать убавки. Провязываем убавку, столбик без накида 6 раз.
Стягиваем ниточку и набиваем голову до финального состояния. Добавляем холофайбер и будем закрывать петли еще одним рядом с убавками и стягивать вязание. Голова должна быть достаточно упругой, без вмятин, ровная. Проверяйте, чтобы не было пустот. Разглаживайте холофайбер. Я достаточно плотно набила голову. Осталось провязать последний убавочный ряд. Делаем 6 убавок до конца ряда. Вытягиваю хвостик и отрезаю нитку, вставляя необходимую длину для стягивания. Первый круг, второй. Прячем нитку. Дальше мы будем оформлять мордочку игрушки. Сделаем утяжку, вышьем носик, бровки и пришьем ушки. Перед тем, как мы начнем делать утяжку, нам нужно отметить места, куда мы будем прятать нитки. Что мы делаем? Берем тело, примеряем голову, как мы ее будем в дальнейшем пришивать. Выбираем то положение, какое вам нравится, и ставим маркеры, где у нас будет проходить шов, соединяться голова и тело. С этой стороны также нужно установить маркер. Красную нитку можно убрать. Вот в это место мы будем выводить нитки. Берем нитку плотную для утяжки и отмеряем необходимую длину в 2 оборота. Вставляем нитку в длинную иглу, вводим иглу в место, которое мы отметили иголочками, между иголками, и стараемся вывести около глаза. Оставляем хвостик, вводим иглу под глаз и выводим около второго глаза. Вот так. Продеваем иглу возле второго глаза и выводим рядом с ниткой. Повторяем. Берем за хвостики и начинаем стягивать. Аккуратно подтягиваем нитки к себе. Помогаем пальцем. Еще подтягиваем. Вот так мордочка у нас формируется уже. Подтягиваем, приминаем. Смотрим, если вам нравится, я еще немножко подтяну. Завязываем узелки. И прячем ниточки внутрь головы. Сначала
одну нитку, просто выводим в любое место. Подтягиваем и обрезаем. То же самое сделать со второй ниточкой. Утяжку мы выполнили. Дальше будем оформлять глазик. Сделаем белок. Берем белую нитку, вводим иголку в уголок глаза и выводим с обратной стороны, там, где мы будем прятать узелочки. Оставляем хвостик, заправляем нитку и выводим второй хвостик, вводим иглу у основания глаза и вводим с обратной стороны. Аккуратно подтягиваем, заправляем под глаз часть нитки, расправили ниточку. Дальше формируем второй глазик. Вводим нитку с обратной стороны и выводим у внешнего уголка глаза. Подтягиваем, сильно не стягиваем, чтобы не убежала вот эта нитка. Обводим вокруг глаза и выводим иглу у внутренней стороны глаза. Придерживаем нитку и аккуратно вытягиваем нить, закрепляем под глазом, помогаем иголкой. Завязываем узелки и прячем нить внутрь головы. Вышиваем носик. Находим серединку, устанавливаем маркер. Для вышивания носика я использую вот такую нитку Alize Softy Plus. Определили, где у нас середина, и вводим иглу вот таким образом. Оставляем хвостик с одной стороны, мы его потом будем выводить и прятать, и начинаем вышивать. В это же место вводим и провязываем так до тех пор, пока плотность носика не будет устраивать. Сделаем 3 стежка и посмотрим. Следите, чтобы пряжа не переворачивалась. С обратной стороны у нее такой вот жгутик. Я попробую сделать еще один стежок. Да, вот такой носик меня устраивает. Меняю иглу на более длинную. Вставляю иглу в то место, где нитка, и вывожу с обратной стороны. Аккуратно подтягиваем, чтобы нос не перетянулся. Расправляем. И то же самое я делаю с обратной стороны. Подтягиваем и расправляем носик. Завязываем узелок, нитки прячем внутрь головы. Смотрите, какая милая мордашка уже получается. Дальше будем вышивать брови. Сначала мы поставим маркеры, в каком месте мы их будем формировать. Поставим иголочки. Я наметила. Берем нить и длинную иголку, вводим с обратной стороны иглу и выводим в
том месте, где мы установили первую иглу. Оставляем нитку, вводим иглу в место, где установлена вторая игла, и выводим вот в этом месте. Аккуратно протаскиваем нитку, сильно не затягиваем, вставляем иголку в то место, где установлена последняя иголочка, и выводим с обратной стороны. Аккуратно протягиваем. Смотрим. Если все устраивает, завязываем узелки и прячем нитку внутрь головы. Нам осталось пришить уши и сформировать ротик. Сначала мы сделаем утяжку и будем пришивать уши. Отрезаем нить для утяжки достаточной длины. Устанавливаем маркер. Вот в этом месте мы будем выполнять утяжку. Нам нужно ввести иглу с обратной стороны вязания, вывести, где установлена первая булавка. Оставляем нитку, длинный хвостик, убираем булавку, выводим иглу с обратной стороны. И повторяем еще раз. Вводим иглу, выводим в месте, где была установлена первая булавка. Выводим. И начинаем стягивать аккуратно нитки. Подтягиваем сразу оба конца и пальцем помогаем формироваться мордашке. Еще подтягиваем. Завязываем узелок и прячем нитку внутрь головы. Осталось пришить ушки и пришить голову к телу. Берем ушко. Нам понадобятся длинные иголки. Сейчас мы пока только примеряем, где будут располагаться уши. Можно поближе, подальше, как вам больше нравится. Здесь уже на ваше усмотрение. Я сначала пришиваю одно ушко и симметрично пришиваю второе. Еще я устанавливаю в центре булавку. Я определилась с местом. Сначала пришью правое ушко, вводим иглу в том месте, где ухо прижимается к голове. Вот. И выводим петлю, которая рядом. Подтягиваем, разворачиваем ушко, подхватываем петлю, ухо, затем вводим опять петлю головы, пришиваем потайным швом. Прячем хвостик. Я делаю еще несколько дополнительных стежков по рисунку и обрезаю нитку. Второе ушко нужно привязать симметрично, и в этом нам поможет булавка, которая указывает на центр. Отсчитываем количество петель. Раз, два, три. Раз, два, три. Четвертую пришиваем. Делаем то же самое, только в обратную сторону. Вот в этом ряду заканчивается пришивание первого ушка. Второе мы заканчиваем также симметрично. Подтягиваем нитку и прячем ее
Ну вот, голова готова. Мы оформили мордочку, и теперь нам осталось пришить голову к телу. Прежде чем мы будем пришивать голову, нам нужно добавить холофайбер, чтобы в этом месте не было пустот. И еще немножко холофайбера мы добавим уже в конце пришивания головы. Нам понадобятся длинные булавки. Берем голову, прикладываем к туловищу, берем булавку и закрепляем голову и тело, чтобы во время пришивания голова не сместилась. Соединяем по всему периметру. Вот так я закрепила голову булавками. Она плотно держится. И можем приступать к пришиванию. Пришивать мы будем потайным швом. Вводим иглу в голову, захватываем петлю и выводим. Втягиваем. Далее подхватываем петлю тела. Выводим иголку. Так пришиваем по кругу. Добавляем холофайбер. Продолжаем пришивать голову. Точно так же нам нужно прошить второй круг для более устойчивого положения головы. Прошили второй круг и теперь прячем нитку. Мы с вами довязали зайчика. Вот такой получился. Сейчас я вам покажу, как я делаю тонировку. Я использую обычные тени для глаз. Предварительно пробую оттенок на образце. Вяжу кружок из такого же оттенка пряжи, каким связана игрушка. Подбираю оттенок и аккуратно наношу на бровки. На глазки. Старайтесь не попадать на белую нитку. Вот такими вбивающими движениями. И ротик. Можно добавить еще центр ушка. Излишки можно смахнуть вот так пальцами.